Привет, дорогие друзья, с вами Ева Рейки в Бодруме. У нас сегодня солнечное, такое голубое небо. Дай бог, чтобы скоро в Украине точно такое же было мирное, голубое, всегда радостное небо. Вот, все это осталось позади. Вот, и я думаю, что то, что произошло вчера, эта ситуация, этот ужасный разговор в овальном кабинете между Трампом и Зеленским, от которого просто у всех украинцев просто, наверное, волосы дыбом встали, глаза вот так вот. Вот, это просто, мне кажется, кто даже не смотрит бокс, болел, в общем-то, понятно за кого. Ну, каждый, наверное, выбрал для себя своего героя нашего времени. Вот. И я сегодня решила записать такое коротенькое видео о том, что вообще, какие у меня мысли по этому поводу с духовной точки зрения. Давайте просмотрим и разберем, что же на самом деле происходит. Мы с вами в Бодруме, здесь солнечно, я нахожусь в Ялыковак, прекрасная погода, у меня прекрасный вид. Я, извините, буду сегодня в очках, потому что мне прям в лицо просто прямое, сейчас практически полдень, мне в лицо светят глаза, поэтому... Здесь вы простите меня за очки, но самое главное, о чем мы будем с вами сегодня говорить. Значит, хочу разделить наше видео на две части. В первой части хочу просмотреть прям буквально вот так вот в поле таких 5 таких вопросиков, которые всех, наверное, волнуют о том, что вчера происходило. А потом хочу разобрать с духовной точки зрения вообще, что эта ситуация каждому из нас дает, потому что, вы знаете, все, что в жизни происходит, происходит для чего-то. И из любой ситуации нужно извлекать опыт, духовный опыт в том числе. Поэтому сегодня хочу разобрать, что это было, что вообще происходило и что бы это все значило. Ну что, поехали. Значит, первое хочу посмотреть, наверное, вопрос, который, кто уже просмотрел миллион рилсов и видео на эту тему, имеет ли Путин какое-то влияние вообще на ту ситуацию, то есть является ли это срежиссированным, скажем так, постановой некой, то, что происходило вчера на камеру. Вот. Разыграл ли этот он сценарий, собственно, сам? И когда я посмотрела, ответ однозначно нет. То есть это было абсолютно, скажем так, все, что мы видим, это нутро Трампа, это его природа, это то, что, как он привык решать вопросы, как он привык взаимодействовать. Вот, поэтому это абсолютно было не так. Следующий вопрос. Знал ли Зеленский, что там будет происходить? Вот, и думал ли он, что там будет вот такой вот откровенный буллинг. И я, когда просмотрела Зеленского, я вижу, что он подозревал, конечно, он знал, куда он идет, он знал, что будет происходить, но степень эмоционального накала и что Трамп перейдет на практически такие прямые унижения, на прямой буллинг, это, конечно, застало его врасплох, и можно только ему поаплодировать, как он справился с этим, потому что, конечно, ситуация крайне неприятная и по-человечески, ну, а учитывая, что он не просто какой-нибудь мальчик из кафешечки пришел кофе поднести, а президент другой страны, ты можешь его принимать, уважать как угодно, но это все равно человек, которого выбрали, который находится сейчас на такой же позиции, равной, как и ты. Вот, поэтому Зеленский был готов, но он был не готов к такому, скажем так. Вот, поэтому я тоже вижу, что не была эта ситуация, как-то, знаете, там, сыгранная, театральная постановка какая-то. Это абсолютно не так. Это реально все люди проживали, в том числе Трамп и Зеленский, те чувства, те эмоции, которые у них были. И для каждого из них, поверьте, эта ситуация была шоком. То есть для Зеленского было шоком то, что в какой-то степени, что Трамп перейдет на личности, что он перейдет на такой буллинг, на такую агрессию откровенную, на такое откровенное унижение. Вот. А для Трампа было шоком, что, знаете, вот у меня прям идет такая слава, что эта шавка еще тут вякать будет. Вот у него такое отношение, понимаете, к Зеленскому, к Украине, вообще ему Украина, люди, ему это все сдалось, понимаете, у него бизнес, у него бабки, у него свои цели, у него там просто я велик, я могучий, я велик, понимаете. Встретились два человека, Зеленский, у которого в первую очередь человеческие ценности, жизни людей, которому нужно страну вывести из войны, вот, и который живет на стороне света, понимаете, в любом случае выбирает такие ценности. И есть человек, который говорит: бабки, 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 еще больше власти, еще больше силы, еще больше славы, любите меня все, понимаете. Вот это все, что демонстрирует Трамп. Ну, в общем, это, конечно, все смешно, и с другой стороны грустно. Дальше поехали. Выжил ли кто-то вообще в этой ситуации? В долгой перспективе, вот можно сказать, что Украина вообще эту ситуацию пережила, что Украина проиграла, да, из-за этой ситуации, или там как-то. На самом деле, вот я смотрю, вот эта ситуация, это не то, что это плохо, это даже хорошо. В долгой перспективе это Украине очень сыграет на руку. Знаете почему? Потому что нет ничего хуже, чем, это, знаете, как оставаться в браке с мужчиной, который, или там встречаться с мужчиной, который на тебе никогда не женится. Это, вот, это абсолютно то же самое. То есть
В данном случае Трамп – это человек, который не хочет помогать Украине, это очевидно уже всем, который не хочет не давать на это деньги, не как-то быть к этому причастным, он хочет извлечь, наоборот, из этой ситуации выгоду. Вот, поэтому лучше распознать, чем раньше, тем лучше ты поймешь, что перед тобой. Поэтому Зеленский ввел свою линию переговоров и вообще всего этого диалога очень, я считаю, корректно. Поэтому в долгой перспективе Украина выиграет от этой ситуации, потому что весь мир вчера увидел, кто такой Трамп еще раз. Уже все и так, в принципе, поняли, ну, тут уже вообще это зашквар. Даже сами американцы сегодня, если вы откроете соцсети, наверное, 90% комментариев, в том числе в соцсетях Трампа, они о том, что Трамп идиот, что Трамп совершенно уже не в себе, что он потерял вообще всякие границы, что не слава Украине и так далее, и так далее. То есть, ну, в общем, вы сами можете открыть и почитать все об этом. Вот, поэтому в долгой перспективе я вот посмотрела, Украина на самом деле выиграет от этой ситуации, потому что она сможет себе выбрать верных союзников. В данном случае когда президентом у нас Америки является Трамп, к сожалению, Америка не является нашим союзником. Дальше поехали. Вот, я себе пометила еще, как повлияло на Трампа, да, вот на Зеленского. Ну, я уже об этом сказала, то есть мне было интересно посмотреть после этого разговора, какое у них было состояние, что у Трампа, что у Зеленского. Я когда просканировала, я поняла, что на самом деле у Трампа было состояние такое, что как бы как же так меня вот так вот развели, как мальчика. Я вовлекся в какую-то вот такую вот беседу, в такой вот разговор. И вот так вот я себя... Ну, для него это как сделка, это как переговоры, на которые он пошел, из которых он вышел как бы не с прибылью, а с потерями. Он смотрит на это как на бизнесмен. Что какая-то, вот опять же, у него прям идет слово «шавка», он еще там что-то Зеленский это тявкал. То есть он так это воспринимает, понимаете? И для него, что, собственно, эти переговоры для него пошли, ну, как бы как пустое место. Он ничего для себя не извлек, то есть это он ужасно расстроен, как бизнесмен, как, знаете, как такой человек, который привык извлекать из всего выгоду. То есть выгоду он не извлек, плюс еще его опозорили, но поверьте, он все равно на это смотрит, что он все равно это все как-то преодолеет и вывернет это в свою сторону на позитивный лад. Дальше поехали. Еще хотела сказать про другую сторону, да, то есть например, для Зеленского это было так, что он действительно, когда ушел, вы знаете, вот самое главное, его прочувствовала про его состояние, он не был обижен, он не был расстроен, он не был зол. У него было одна единственное у Зеленского ощущение, что я просто потратил лишний час, лишние свои нервы, лишние свои ресурсы на какую-то хрень, на то, что не принесло результата в итоге, понимаете, на то, что никак не продвинуло меня к победе, к разрешению вопросов, к получению денег, к получению оружия, ну и так далее, и так далее. То есть для него это просто состояние, понимаете, у человека, вот я прям вижу человека, у которого совершенно нету сил на какие-то споры, на какие-то разногласия, просто типа отстань от меня уже, если ты не можешь мне помочь, просто не мешай. Вот это его абсолютно состояние, и это, соответственно, у него все эти люди там смотрели на лицо Зеленского, можно было понять про его состояние очень легко. Вот поэтому каждый, понимаете, после этой ситуации, каждый в своем. То есть для Трампа, ну как это, во-первых, он еще был, я смотрю, вот у него такое состояние, что он как будто расстроен, разочарован, что как это его вот этот тяв-тяв-тяв его вывело из себя. Вот, и как он потерял лицо. Но я смотрю вот у Трампа, ничего, я все равно выверну это как-то для себя, понимаете, я вот манипуляции, буллинг. Ну, все американцы уже в шоке, просто в шоке от того, что все самые, собственно, худшие вещи, с которыми сейчас наше общество и вообще наш мир борется с темными силами, ну, в общем-то, Трамп просто это красочно изображает, собственно, олицетворяет, с чем нужно сталкиваться и с чем сталкивается каждый человек в этом мире, который, собственно, выбирает сторону света. Вот. Дальше, что я хотела посмотреть. Ну вот да, вот то, что я сказала, что для Зеленского это зря потраченная сила, это борьба с пустотой для него была. Вот. И в целом, почему это произошло, наверное, всех волнует, почему же так произошло, потому что, знаете, я об этом говорила много раз. Я записывала видео про переход, я записывала видео про Украину, у меня целых 3 видео про Украину, посмотрите, я оставлю здесь вот ссылочки. Я записывала видео про переход, тоже оставлю здесь ссылочку. И я об этом постоянно говорю, что сейчас мы живем в такие времена, что все светлое становится очень заметным, все темное становится тоже очень заметным. То есть вот это все посерединке, где-то я и не за тех, что какие-то полутона, все это заканчивается. То есть современные реалии и вибрации современного мира, они очень сильно утрированно показывают
и то, и другое. Поэтому так, чтобы каждый смог наконец-то сделать этот выбор для себя, понимаете? Для этого все это и происходит. Поэтому вчерашняя ситуация, она только еще раз полярности света, добра и зла, она еще раз просто проявила. И на самом деле то, что переживает, я уже так смотрю, пошла дальше по пунктам. Вот, как раз вот первая это духовная причина, то, что нам несет эта ситуация, да, что у нас на наших глазах происходит борьба старого мира и нового мира, да, вот, и правда, я говорила об этом очень много в своих видео, обязательно посмотрите, вот, то есть вы должны сами выбрать, что является вашей мотивацией по жизни, понимаете, любовь, свет, добро, сострадание, милосердие, человеческие ценности, или ваш вектор вашего движения, ваша мотивация по жизни – это манипуляции, получение своего любой ценой, игнорирование вообще других людей, и вы ставите себя вообще в приоритет, все люди для вас ничто, вот, то есть такой вот эгоизм. Вот, вы решили, вы никак не пренебрегаете такими способами, как насилие, манипуляции, в решении каких-то своих бизнес-задач, семейных задач, житейских задач. То есть, ну, это добро и зло, в общем, это битва, на которую вчера мы увидели, это небольшое такое представление было того, что на самом деле сейчас происходит просто во всем мире. У каждого происходит это в бизнесе, у каждого происходит это в отношениях, это происходит на уровне стран и вот на мировой арене, как мы вчера это увидели. Новый мир. Со старым миром идет такая вот борьба. Дальше поехали. Следующее, что я еще хотела сказать, что вторая ситуация, которая нас учит, это ситуация с Зеленским и с Трампом, что поведение и пример Зеленского говорит нам о том, что вступать в диалог, что-то доказывать темным силам, людям, которые склонны к абьюзу, к буллингу, к манипуляциям, бесполезно. Их задача вовлечь вас любым путем в том, чтобы вы стали таким же злом, как и они, чтобы вы перешли на те же манипуляции, агрессию, там, все это так же, как и вы. Поэтому ну, это, опять же, касается не только этой политической ситуации, это касается всего в мире. Вот там девушка пошла, собачка тоже русскоговорящая. Так, значит, вот, поэтому вступать в диалог с темными силами, это означает, собственно, уподобляться им. Ну, это прекрасно все и так знают, но просто это такое вот напоминание. Кстати, у меня, видите, сегодня какой свитшот, любимый мой. Я всегда его одеваю на годовщину, иногда просто по настроению. И сегодня это прям очень в тему. Вот. Так, дальше поехали. Поэтому у зла задача одна – раскрутить вас на зло, вывести вас из себя и забрать вас на свою сторону. Вот поэтому, как мы вчера увидели из этой ситуации с Зеленским, вступать в переговоры, договариваться с такими людьми невозможно, потому что их вообще не интересует вообще, что вы хотите, чего вы хотите, как вы хотите. У них есть свои задачи, им плевать на всех, и они будут идти по головам к своим целям. Такие, к сожалению, у нас сейчас многие политики, нас окружают вокруг с вами тоже такие люди, и вы сами прекрасно понимаете, как с такими людьми тяжело жить, и как тяжело жить в таком обществе, где преобладают такие люди. Поэтому очень классно, что наглядно сейчас весь мир разделился, все комментарии, соцсети, да, люди разделились на два лагеря. Четко черное, четко белое, то есть все поняли, все поняли. Дальше поехали. Третья духовная причина, которую я хотела вам сказать, которую нам эта ситуация показала, что на самом деле Зеленский очень классно своим поведением, то, как он выстраивал линию вообще своего диалога, и можно было понять, что он говорил, понимаете, он же говорил, это не его родной язык, он говорил на английском, он слушал английский, причем у всех там разный акцент, поверьте, ему было непросто. И это не просто, это все как бы, это все происходит лайв, все происходит в прямом эфире, ему тут же нужно давать обратную связь. И он сидел, собственно, один, на него просто все нападали. И начались эти нелепые вопросы про костюмы, что просто уже, хоть как-то человека вывести из себя, вы понимаете. Это все было, на самом деле, настолько очевидно тем людям, которые понимают, что происходит. Вот, поэтому в этой ситуации можно только сказать, что когда на тебя оказывают давление, и такое будет происходить испытание, темные силы все время будут подкидывать вам такие вот вещи.
испытание, у вас всегда будет выбор. Все-таки дать слабину и выбрать то, что вы не хотите, с чем вы не согласны, ну, как бы ладно, да, или все-таки идти своим путем, сражаться до последнего, может быть, даже отдавая последние силы, но выбирая себя, выбирая свои интересы, выбирая свой вектор. Поэтому эта ситуация, она, собственно говоря, для всех, для нас. Если вы хотите добиться реально то, чего вы хотите в своей жизни, касательно своих мечт, своих реализаций, своих выборов, это же касается не просто там политики, это же отражение, ну, понимаете, политическая ситуация и вообще все, что происходит в мире, особенно люди, которые находятся на вершке, это и есть отражение, что происходит с нами на межличностных отношениях. Поэтому нужно выбирать себя, понимаете, свои интересы. Естественно, это нужно делать не во вред другим, то есть это отличает добро и зло. То, что добро выбирает себя, но оно выбирает это не во вред другим, а зло выбирает это не только как бы во вред другим, но желательно, чтобы это было во вред другим, чтобы все вдруг страдали, тогда зло, собственно, испытывает, радуется тому, что происходит. Вот. Поэтому очень красочный пример, вот, то, что Зеленский не пустился в оскорбления, вот, как бы это ни было сложно, видно было по нему, что он, конечно, был уже на пределе сил, вот, но можно, собственно, порадоваться, что такой человек, как Зеленский, действительно является, весь мир понял, кто такие украинцы, и он хорошо очень, скажем так, отразил сущность настоящих украинцев, нового поколения, мне кажется, украинцев, которые выбирают свет, которые будут стоять на своем и которые хотят любой ценой жить счастливо, хотят любой ценой жить в любви, хотят любой ценой жить в обществе, где люди друг друга ценят и уважают. Вот, собственно, мне кажется, это об этом. Вы можете рассказать в комментариях, говоря, что вы об этом думаете. Дальше поехали. Я посмотрела четвертый такой духовный урок, который у нас идет через эту ситуацию. Вот. Я уже об этом сказала, но эта, собственно, ситуация говорит нам, что уже буквально в лайв, уже буквально там по телевизору нам говорят: ребята, выбирайте вы за кого, вы за свет или за тьму. Пришло время выбрать. Пришло каждому для себя ответить на вопрос, что есть добро, что есть зло. Понимаете? Это касается вообще всего, опять же повторюсь, в вашей семье, в ваших отношениях, в вас самом, что есть. Вы вообще добро или вы зло? Вы вообще за что? Вы вообще куда идете? Для чего вы живете? Что вообще вами движет? Понимаете? Каждый ваш ежедневный выбор, каждое ваше ежедневное поведение, каждое ваше слово, у него вообще какой посыл? У него какая мотивация? Понимаете? Вы для чего это все делаете? Вот, собственно, эта ситуация между Трампом и Зеленским, она, собственно, и говорит об этом. То есть каждому придется сделать выбор. Вот. И, как вы видите, в их диалоге нету полутонов. Там невозможно занять какую-то нейтральную позицию. Невозможно. Понимаете? Там нету нейтралитета. Там как бы все. Или так, или так. И сейчас это происходит на каждой земле. Вот давайте выбирайте. Если ты на стороне света, значит, твоя судьба будет складываться так. Значит, это будет так и так и так. На стороне тьмы, ну, как бы окей. Тогда, значит, ты принимай, значит, это твои последствия. Вот так вот. Ну вот и дальше я уже об этом немножко вкратце сказала, что на самом деле эта ситуация говорит о том, что сейчас практически всем людям, да, в том числе это касается отношений мужчины и женщины, что является ячейкой нашего общества, отражением того, что происходит у нас в обществе, да, что каждый человек должен жить с тем, с кем ему по пути, кто разделяет его ценности, кто разделяет его видение, понимаете. Поэтому очевидно, что Трамп сейчас не помощник Зеленскому, не помощник Украине, поэтому Украине нужно будет искать других союзников, и она их найдет. Это точно как же женщина, которая живет с мужчиной, ей с ним плохо, он ее не обеспечивает, обижает, оскорбляет, не любит, но она продолжает с ним быть, потому что привыкла, потому что она думает, что мне же никто не поможет, я же ни с кем не смогу быть, я никому не нужна, поэтому буду я пока с ним сидеть, понимаете? Вот Зеленский мог поступить, я буду с ним сидеть, а может сказать, как бы нет, извини, сори, как бы, и все-таки верить в то, что найдутся люди, которые поддержат твою позицию, которые разделят твои интересы, да, поэтому я считаю, что вчера там и Зеленский, и все, что вот это, все, что он, скажем так, своим поведением, он же дает пример всем. Все, что он своим поведением протранслировал,
он продемонстрировал прекрасные вещи. Поэтому я знаю, что многие вот, не согласны с тем, они считают, что Зеленский говорил очень дерзко, что он должен был вообще сидеть там молчать в тряпочку, что он должен был быть максимально спокойным и нейтральным и не ввязываться в эту перепалку. Я с этим категорически не согласна, потому что если бы сейчас опять его подмяли, понимаете, опять бы он сказал: окей, ладненько, ладненько, он бы продолжал оставаться вот такой вот, понимаете, вот такой вот разменной монетой. Точно так же, как женщины, которые не способны любить себя, не способны принять, что они достойны большего, они будут продолжать оставаться с мужчинами, которые их обесценивают. Это для меня это абсолютно очевидно, абсолютно наглядно. Поэтому, дорогие мои девушки, я знаю, что мой канал все равно в большей степени для женщин. Дорогие мои женщины, девушки, вот вы видите эту ситуацию. Поэтому вот эти абьюзивные такие персонажи, как Трамп, да, не верьте в то, что у вас может быть что-то в этой жизни лучше. И появятся мужчины лучше, появятся союзники лучше, появятся обстоятельства лучше, и вы будете счастливы. И я уже, опять же, повторю, я просмотрела эту ситуацию. Да, сейчас кажется, что Украина себе выкопала яму этим ситуацией. Зеленский себе просто, ну вот вообще, все сломал. На самом деле нет. В долгосрочной перспективе это покажет всему миру сильную позицию Украины. Она показала вообще всему миру, кто такие украинцы, какие ценности, собственно, украинцы преследуют, что очень важно. И чтобы те люди, которые действительно готовы нас поддержать, они смогли поддержать. Поэтому я считаю, что лучше подождать и выйти замуж за того человека, который любит тебя, которого любит ты, нежели выйти за того, как говорится, лучше быть с кем попало. Поэтому выбор очень простой. Вот, поэтому каждый выбирает сам для себя. Вот такой небольшой разбор. Я вчера, когда смотрела, конечно, я пересматривала несколько раз эти отрывки, потому что было очень любопытно наблюдать за Зеленским, за Трампом, кто что отвечает, потому что такие были наглядные ситуации, и все это настолько прозрачно уже, понимаете, вот мир так поменялся, еще там 5-10 лет назад такое себе представить было просто невозможно, а сейчас мир настолько стал, понимаете, все настолько на поверхность выходит, то есть невозможно больше ничего скрыть. И вот вы говорите, вот там сейчас люди с экстрасенсорными способностями, как я, называйте это как хотите, люди чувствительные, которые способны видеть. Таких людей будет скоро больше и больше. И скоро будут такие на планете Земля практически все. Никого не можно будет обдурить, сманипулировать. Каждый будет видеть, что у него на самом деле внутри, у другого. Понимаете? И считывать друг друга сразу же моментально. Нельзя будет подумать, что я сейчас вот на самом деле выдаю это, а думаю другого. Вот двойного дна этого не будет. Мир будет меняться. И то, как вчера в этом перед камерами каждый показал на самом деле свое нутро. Скрыть невозможно будет все. Такие энергии планеты, это будет все развиваться, меняться дальше в этой степени. Поэтому, друзья, what's my superpower? Да, вот, I'm Ukrainian. Поэтому всім українцям, слава Україні, героям слава. Сьогодні відео було на російській мові, бо я навіть не зрозуміла, понимаете, я не понимаю, на каком я сейчас поняла, что я говорила на русском. То есть, наверное, бы я смогла осилить это на украинском, ну, на английском, может быть, для большего количества аудитории, но я сделаю субтитры, надеюсь, все посмотрят на том языке, которым нужно. Все, друзья, я прощаюсь, спасибо вам за то, что были в этом видео, оставляйте в комментариях свои мысли, свои мнения, подписывайтесь, чтобы не теряться, вот, и буду рада вас видеть на своих других видео на моем канале. Кстати, вчера вышло видео «Замуж за иностранца», «Замуж за турка». Там я тоже разбирала очень интересные вещи, которые, кстати, очень многие связаны с тем, что я говорила сегодня в этом видео. Ну все, всем пока. Я с вами, сейчас я покажу, где я нахожусь. Я находилась вот так вот здесь вот с вами в такой красоте, бодрыми, и желаю, чтобы у всех было такое скоро мирное небо над головой. Всем пока. С вами была Ева.